Поздний августовский вечер на окраине города. По едва освещенной улице частного сектора идет мужчина. Кое-где в окнах еще горит свет, но кругом пусто. Все ложатся спать. Лениво тявкает чей-то пес, укладываясь на ночлег. Иван возвращается из рейса. Он работает машинистом на товарном поезде. Устал. А еще помыться с дороги нужно. Думает он, повернув на свою улицу. Ладно, кипятильником воду нагрею и наскоро ополоснусь. И спать. Завтра стоплю баньку, посижу с Мишкой-соседом. Его мысли прервал едкий запах дыма. Иван остановился и огляделся. Ветер нес гарь со стороны его дома. Мужчина сорвался с места и побежал. Несмотря на усталость, он летел словно спортсмен к финишу. Подбегая ближе, понял, что горит дом бабки Гали, которая сдает его какой-то бабе с ребятишками. О том, что дом сдается, он узнал перед самым отъездом. Встретил бабку Галину, которая с пожитками шла на остановку. «Далеко собралась, баб Галь?» – спрашивает он, помогая ей нести сумки. «К детям, что ли, в гости?» «Нет, совсем уезжаю. А домик свой сдала женщине горемычной, с детьми», – отвечает старушка, передавая остальные сумки мужчине. «Пусть живут пока». «А что за женщина?» – спросил Иван не из любопытства, а для поддержания разговора. «Кто ж ее знает?» – пожала плечами женщина. «Не здешняя, это точно. То ли овдовела, то ли родители померли, но жить ей сердечно негде. Ну и пустила к себе. Все равно к детям уезжаю. Дом пустой. Ты, Иван Иваныч, пригляди за моим домом-то, мало ли что». «Ладно», – рассмеялся Иван. Подошел автобус, и он посадил бабку Галину с мешками и сумками. Теперь, отчетливо видя, как черный дым клубится из окна бабы Гали, он прибавил шагу. Вбежал в калитку и закричал: «Пожар! Пожар! Быстро выходите!» Из дома доносится детский плач и кашель. Иван барабанит в двери. «Пожар! Выходите, а то сгорите!» Двери распахнулись, и с клубами дыма на крыльцо вывалила толпа. Худенькая, словно подросток, женщина в халате, мальчик лет 14 в трусах и майке, растрепанная девочка лет 10 и закутанные в одеяло еще двое ребятишек лет по 5. Маленькие дети кашляют и плачут. Старший мальчик и девочка так напуганы, что вцепились в мать. С улицы послышались голоса. Соседи тоже заметили пожар, вызвали пожарную машину и с ведрами устремились к погорельцам. Пока тушили пожар, мать с детьми сидела на лавочке у калитки, как курица в окружении своих птенцов, крутила головой и охала. Иван тоже помогал тушить, периодически на нее поглядывая. Огонь потушен, но дом сильно залит водой и покрыт копотью. Пожарные уехали, соседи ушли спать, а несчастная сидит и держит детей на руках. Малыши спят, а старшие со страхом спрашивают мать: «Что нам теперь делать? Где нам жить?» Иван подошел к женщине и протянул ей руки. «Давайте детей, им пора спать». Женщина отдала сына и дочку. «Да и вы устали, смотрю. Идем ко мне. Я здесь через 2 дома живу». Мать нерешительно глянула на старших детей, те прижались к ней. «Вы что, здесь на лавочке жить собрались?» – шутит Иван. «Поживете у меня, пока свой дом в порядок не приведете, а там видно будет. Идем». Малышей Сашу и Дашу уложили в кровать, они даже не проснулись. Виктора и сестру положили в зале. «Я там воды согрел умыться», — говорит Иван, заходя в комнату. «В бане и полотенце на вешалке». Нина так шокирована всем, что случилось, только молчит и кивает. «Я в маленькой комнате лягу, а вы с малышами». Он не дождался реакции матери и предложил: «А можете и со старшими в зале? Там кровать, диван хороший, новый, места хватит». Он дождался, когда женщина вернется из бани, смоет с лица сажу и страх. «Хотите чаю?» – предлагает он. «Я Иван, а вас как зовут?» «Нина». «Я не знаю. Я не знаю, как такое вышло. Что-то замкнуло». Она подняла на него глаза, полные слез. «Что с нами будет?» «Все хорошо будет», – уверенно отвечает Иван и достает из шкафчика водку, быстро наливает и подает. «Выпейте».
Это снимет стресс. А завтра будет день, будем думать. Пейте». Нина выпила и, покачиваясь, пошла спать. Иван тоже погасил свет и лег. Он сразу заснул. Проснулся от того, что кто-то щекочет перышком его нос и хихикает. Он открыл глаз и удивился. Он совсем забыл, что случилось ночью. На него смотрят двое ребятишек. Мальчик, увидев, что мужчина проснулся, быстро подошел и протянул руку. «Саша», — с серьезным видом представился он. «А это Дашка», — махнул он в сторону девочки. «Моя сестренка». Девочка, стесняясь, подошла ближе и спросила: «Дядя, а ты кто? Наш папа?» «Никакой он не папка», — сердито прозвучало за спиной. В дверном проеме показалась взъерошенная голова мальчика. «Он нас вчера от пожара спас. Мы сейчас у него. Я Виктор». Парень протянул руку. Иван встал и, надевая брюки, тоже протянул ему руку. «А я Иван Иванович», — улыбается он и командует: «А сейчас умываться и завтракать». Во дворе у умывальника плещутся дети, подражая взрослому Ивану, трут лицо и шею. После нехитрого завтрака Иван предлагает Нине: «Давайте я с вами схожу на пожарище. Мало ли что, мне так будет спокойнее». Нина кивает. «Вы соберите, что уцелело, что можно отстирать или починить, и принесите сюда. Надеюсь, документы вы успели захватить. Поживете пока у меня. Я часто уезжаю в рейсы и дома почти не бываю, так что вам не буду мешать». «Что вы?» – раскраснелась женщина. «Это вы нас простите, что вот так влезли в вашу жизнь». После осмотра дома Ивану стало очевидно, что ремонт с обвалившейся крышей и прогоревшим полом обойдется дороже, чем купить готовый дом. Он поделился соображениями с Ниной. «У нас нет денег, чтобы платить вам, а уж восстановить дом я не надеюсь». Она наклонила голову и разрыдалась. «Что за напасть такая? Что мне хозяйке говорить? Она нас пустила, а я дом спалила». «Успокойтесь, Нина, я переговорю с Галиной Михайловной. Думаю, она все поймет. А денег с вас я не возьму. Просто следите за огородом и порядком в доме. Мне этого будет достаточно. Мне скоро в поездку, так что обживайтесь. Это теперь ваш дом». Иван давно жил один. Бывшая жена Клавдия не дождалась его и уехала с дальнобойщиком. Так и мотается один по стране. В дороге один и возвращается в пустой дом. Ему нравится детский смех, их игры во дворе. На веревке куча белья, как во всех счастливых семьях. Да и сама Нина совсем не похожа на его яркую Клавдию. Тихая, молчаливая, улыбается только детям, что бегут ей навстречу. Иван уехал в поездку, а сам все думает о своих домочадцах. Как они там, как Нина, привыкла ли. А дети у нее такие славные. Не представляю, как она одна тянула такую ораву. Надо им привезти подарки из рейса. Подходя к своей калитке, Иван услышал писклявые голоса Даши и Саши. «Приехал, приехал! Мама, Витя, Лиза, дядя Иван приехал!» Иван немного растерялся. Его встречали все с празднично накрытым столом. «Я баньку истопила», — говорит Нина, подавая полотенце. «С приездом». Мытый, сытый, в окружении женщины и детей, Иван почувствовал себя хозяином этого семейства. Дети разобрали подарки и убежали на улицу. Иван и Нина остались одни за столом. Долго говорили, каждый о своей жизни. Потом, уложив детей, Нина вышла на крыльцо к Ивану. Он обнял ее и произнес: «Спасибо тебе, родная». «За что?» – не поняла она. «За то, что вернула мне семью. Мне так хорошо с вами». «С этой неугомонной оравой?» – спрашивает она. «Да, с ними и с тобой. Я словно всю жизнь тебя знал». Они поцеловались. Через несколько дней сходили в сельсовет и подали заявление. «Ты теперь нашим папкой будешь, да?» – спрашивает Лиза. «Да. А ты против?» – переспрашивает Иван. «Я понимаю, что вашего родного отца мне не заменить, но я очень постараюсь». «Не старайся», – машет рукой Виктор.
Наш папка сбежал, когда еще мать только собиралась родить Дашку и Сашку. На заработки уехал. Только с тех пор ни ответа, ни привета. Дом его совсем ветхий был, вот-вот рухнет. Мы и перебрались в съемное жилье, а оно сгорело. Вот и хорошо, что сгорело, смеется Иван. Думаю, осенью лес выписать и достроить еще 2 комнаты. Тебе, он кивнул на Виктора, и тебе, Лиза. Будут у вас свои комнаты. «Ура!» – закричала Лиза. Хором что-то закричали малыши. Они не понимают, в чем дело, но видят радость на лицах старших ребят. Семейная жизнь изменила Ивана. Теперь он старался быстрее вернуться домой к детям и своей любимой Нине. Дети называют его папой, и нет большего счастья. Он везет подарки и гостинцы, а его встречают радостными воплями, объятиями и поцелуями. Однажды, вернувшись из рейса, он не увидел у калитки счастливых Дашу и Сашу. Дом встретил его подозрительной тишиной. Вошел. Тихие голоса спальни. Возле кровати, где лежит бледная мать, собрались кружком дети. «Ваня», — улыбаясь, говорит она и протягивает к нему руку. «Вернулся». «Да, Нина, что случилось?» — спрашивает он. Дети вышли, оставили их одних. Нина рассказала, что врачи давно поставили диагноз. Тянуть больше нельзя. Нужна срочная операция. «Так почему ты молчала?» — сердито спрашивает Иван. «Нужна операция? Так соглашайся, пусть лечат». «Я так хотела подольше побыть с тобой», — виновато улыбается женщина. «Я боялась, что если со мной что-то случится, то детей отдадут в приют». «А отец детей?» – спрашивает он. «Ты ему говорила, что больна?» «Да, несколько раз». Она грустно отвернула голову к стене, повернулась к Ивану и горячо выдохнула. «Теперь все иначе. Теперь у меня есть ты. Я так люблю тебя. Я теперь ничего не боюсь, слышишь? Ничего». Нину положили в районную больницу. Иван взял отпуск. Детей одних не оставишь, да и Нине завтра делают операцию. Он уверен, что все будет хорошо, но сердце щемит и на душе неспокойно. Прощаясь с женой, он долго не мог расстаться. Их руки так крепко сплелись, ее голова у него на плече. «Иди, Вань, не волнуйся», — говорит тихо Нина. «Я ничего не боюсь, и ты не бойся. Со мной ничего не может случиться. Поцелуй меня и иди». Он поцеловал жену и вышел. Дома ждут дети. Домашние заботы немного отвлекают от тревожных мыслей о жене. Он собрался в больницу. Виктор просит взять его с собой. «А можно и мне к мамке?» «А за ними кто присмотрит?» – улыбается Иван. «Ты за старшего. Я только узнаю, как прошла операция и как чувствует себя мама. Я быстро». Перед больницей он заскочил в магазин и купил груши. Их так любит Нина, думает он, торопливо идя по больничному коридору. Жаль, только помыть не успел. Сейчас помою. Заглянул в палату жены, кровать пустая. Резко обернулся, за его спиной стоит лечащий врач. «Ваша жена так запустила свою болезнь», он поправляет очки, «что нам пришлось приложить все усилия». «Где она?» – трясет его за плечо Иван. «Как она себя чувствует? Все ведь закончилось?» «Все закончилось», – задумчиво отвечает доктор. «Ее не удалось спасти. Сердце слабое. Не выдержало. Простите». Груши упали на пол и покатились, но Иван не заметил. После похорон Нины прошло 3 месяца. Иван не дает себе раскисать и при детях держится бодро, но, оставаясь один, рыдает. Вся его душа кричит, взывает о помощи. Он по-прежнему ездит в рейсы, и по возвращению его встречают дети. На этом его испытания не закончились. Вернувшись с рейса, он застал в доме незнакомого мужчину в модном костюме. Дети грустно стоят рядом и молчат. Мужчина резко встал и представился. «Аркадий Львович, отец этих детей. Я полагаю, нам есть о чем поговорить». Мужчины ушли в дальнюю комнату. «Это безобразие», – начал возмущаться Аркадий.
Дети отказываются называть меня отцом. Вы не имеете права настраивать их против меня. Я родной отец, а вы никто. Я никого не настраивал, оправдывается Иван. Но вас столько лет не было рядом с ними, они отвыкли от вас. И потом он сделал паузу, подбирая слова. Вы ни разу не написали им, не помогали материально. Вы даже не представляете, как тяжело было Нине поднимать 4 детей. Она сама виновата. Оборвал его Аркадий. Гордую строила из себя. Я говорил ей, что приползет на коленях помощи просить, а она не просила. Дура. Иван сжал кулаки, еле сдержал себя, чтобы не ударить. Так зачем вы приехали? Чего теперь хотите? Я работал бухгалтером, потом сделал карьеру. Я хорошо зарабатываю, купил прекрасный дом и готов забрать детей. Как забрать? Напугался Иван. Я не могу без них. Они все, что есть у меня. Они родные мне, понимаете? Но, удивленно рассуждает Аркадий, вы им никто, а я родной отец. Не смейте их удерживать, я буду судиться. Хорошо, вздохнул Иван. Пусть они сами решают. Я только хочу, чтобы они были счастливы. Отцы вернулись, и Аркадий Львович объявил. Дети, я предлагаю вам поехать со мной в столицу. Там прекрасная возможность учиться. У меня большой дом, где всем хватит места. Поезжайте, говорит Иван, а мне завтра в рейс. Вернусь, скорее всего, через неделю. Иван Иванович возвращается из рейса. Он смотрит на тополя за окном и думает о детях. Как вы там? Виктор такой взрослый и рассудительный. Лиза красавица, вся в мать. Малыши Сашка и Даша. Я везу вам подарки, но не уверен, что кто-то встретит меня. Скорее всего, снова пустой дом. Нина, как мне тебя не хватает. Он медленно идет к дому, медленно, чтобы продлить ожидание и отодвинуть разочарование. Сердце стучит и мешает думать. Скрипнула калитка. Выбежали ему навстречу Даша и Саша. Папка вернулся! Ура! Папка вернулся! Он обнял детей, прижимая их к себе. Слезы радости текут по щекам. «Бать, ты чего?» Ломающимся басом спрашивает Виктор. «Идем, Лизка там всего наготовила». Да, Иван Иванович не родной отец детям, но он настоящий отец. И дети это поняли. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.